Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске яхта Баба-40 тайваньской верфи Tashing Yacht Building. Баба-40 включена в список Blue Water яхт на сайте Blue Water Boats. Компания Tashing Yacht Building была основана в 1957 году под торговой маркой Shengsheng в Тайване, в городе Тайнань. Основателем стал Сим Уэн. Компания начала с постройки рыболовных судов, которые пользовались популярностью по всему Тайваню. В 1960-х Shengsheng разработала инновационные рыболовные лодки из файбергласса под торговой маркой Shengsheng, став одним из немногих пионеров рыболовных судов из файбергласса на Тайване. В 1970-е рыболовные лодки под собственной торговой маркой Shengsheng и ОЭМ для парусных лодок Баба. В 1978 году компания преобразуется в Tashing Yacht Building Company и перемещается в соседнюю гавань Альпин, там же в Тайнане. В 1980-х Tashing строит парусные лодки под собственной торговой маркой Toshiba и производит ОЭМ для парусников Mason. В 1990-х годах Tashing строит парусные лодки под собственной торговой маркой Taswell и производит ОЭМ для яхт North Haven. В 2003 году Tashing расширяется и создает Shing-He Factory. В марте 2006 года Тим Уэн, сын Сима Уэна, занял пост президента Tashing. Большую роль в становлении верфи сыграли Боб Берг и Боб Перри. Именно они, опираясь на знания слабых и сильных сторон тайваньской судостроительной отрасли, предложили Tashing строить лодки для американского рынка. Так появилась Баба-30. Кстати, названная так из-за того, что рабочие именно так произносили имя Боба Берга. Получила продолжение и линейка круизных лодок Перри. Ассортимент верфи включает деревянные и стеклопластиковые рыбацкие лодки, парусные и моторные яхты. С момента основания до 2015 года верфь построила более 1200 лодок на заказ. В настоящее время Tashing Yacht строит под собственным брендом Taswell, Toshiba, Shengsheng и Orion, а также выступает в качестве ОЭМ-производителя для Mason, Baba, Panda, Sky, Mystic и North Haven. Сегодня на Tashing работает более 200 квалифицированных строителей, от монтажных бригад до плотников и механиков судов. Они производят яхты на заводе площадью 9500 квадратных метров. Есть цех для обработки бревен из тикового дерева. Уделяется большое внимание качеству производства. Например, нанесение стекловолокна и гель-коута производится с контролем климата в рабочем помещении. На верфи Tashing одновременно может находиться до 18 яхт, но каждой яхте уделяется большое внимание в плане качества. Вы лично можете следить за ходом работ. Обращаю ваше внимание на то, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, понять, что закладывал в лодку конструктор и для чего эта лодка подходит лучше всего. Итак, Баба-40. Выпускались как Баба-40, так и Баба-40 Pilot House. Обе лодки имеют одинаковые основные размерности и расчетные показатели. Поэтому все сказанное ниже справедливо для обеих моделей. Дизайнер Роберт Перри. Баба-40 выпускалась с 1980 года. Материал корпуса файбергласс. Long keel. Корма скругленная. Тип оснастки катер. Лодка имеет бушприт с ватерштагом. Одно рулевое колесо. Авткокпит. Дизель Volvo 45 лошадиных сил. Емкости. Объем бака для воды 568 литров. Объем топливного бака 379 литров. Цены разные, в районе 100 тысяч американских долларов. Причем версия Pilot House дороже примерно на 25%. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 39,83 фута. Длина корпуса по КВЛ 34,5 фута. Ширина корпуса максимальная 12,83 фута. Осадка 6 футов. Водоизмещение 29 тысяч фунтов.
площадь парусности 864 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Для бермудских шлюпов или тендеров для расчета используется площадь парусности переднего треугольника и грота без серпа. Показатель не зависит от длины корпуса. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для БАБА-40 значение фактора энерговооруженности равно 14,71. Это меньше эталонного значения. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 315,28 соответствует эталону. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для БАБА-40 значение равно 41,5. Это даже чуть-чуть больше эталонного значения. Добавим плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,62. Это немного меньше, чем у эталона. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей отстойчивости. Значение 41 находится в диапазоне значений, характерных для круизных лодок. В данном случае предпочтение отдано отстойчивости веса. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Для крейсеров более характерны умеренно стройные, то есть не узкие и не слишком широкие корпуса. Для БАБА-40 значение равно 3,1. Корпус относительно широкий. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае скорость корпуса равна 7,87 узла. Это больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для БАБА-40 значение равно 1,22. Значение больше единицы, а это значит, что лодка имеет достаточно парусов для своего водоизмещения. Значение меньше эталонного – это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 706 843,71 фунта на фут в квадрате. Значение попадает в диапазон эталона. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 4,51 секунды. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Для эталонного проекта крейсерской яхты лежит в диапазоне от 0,98 до 1,22. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,15 означает, что лодка умеренно валкая. Значение соответствует эталону, плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение
До 0,06 G это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для БАБА-40 значение ускорения бортовой качки равно 0,05 G. Значение располагается в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Это плюс к условному комфорту. Подведем итог по БАБА-40. Итак, БАБА-40 набирает 9,59 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Значение фактора энерговооруженности и фактора скорости меньше эталонных значений, но, как мы уже выяснили, это не критично для круизеров. Фактор комфортности – отличное значение, риск опрокидывания – отлично. Корпус довольно широкий, а это жизненное пространство. Период бортовой качки практически соответствует эталонному значению. И просто отличное значение ускорения бортовой качки. По всем факторам БАБА-40 это отличный круизер. Итак, БАБА-40 занимает аж третье место в рейтинге «Идеальный круизер», потеснив Island Packet 40 и уступив только идеальным круизерам Halber Красси 42F Mark II и Pacific Seacraft Krylok 44. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Стоит сравнивать не значение рейтинга, а значение показателей. Итак, на первой странице рейтинга Halber Красси 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, БАБА-40, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Catch, Nauticat 40 и Trintella 57A. На второй странице Nauticat 331, Amel Super Maramu 2000, шхуна Cherubini 48, Haber 34 C4, Halber Красси 40C, Garcia Exploration 45, Varel 47.2, Moody Dexalon 41, Bavaria 42 и Beneteau Oceanis 40 CC. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром Бургундская ваниль». Благодарю зрителя канала Larry Bowles за предложение рассказать о БАБА-40. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале «Идеальный круизер».